Если за 25 лет я не получил социального жилья, оно уже не будет. Так мою очередь, наверное, продали, да? А продали или нет, вам никто не скажет. Мы чувствуем полную дискриминацию, нарушение элементарных прав человека, беззаконие. Ты там первый, и вдруг на следующий день становишься 10-й по очереди, и люди не понимали, как это происходит. Не хотят понимать. Они все понимают. Нет желания. Вопрос этот не решается, жилье социальное не строится. Издеваются над нами. Абсолютно никакой прозрачности. Как можно так поступить с семьей, которая до сих пор не имеет же уголка? Социальное жилье в Израиле – это тема, вокруг которой много вопросов. Почему люди ждут квартиру годами? Насколько прозрачна очередь? И что происходит с теми, кто уже не может оплачивать аренду? В этом выпуске мы покажем реальные истории и попробуем понять, как эта система выглядит изнутри. Вы смотрите канал Алексея Шенкера «Израиль без иллюзий». Поехали! Здравствуйте, расскажите немного о себе, как вас зовут, откуда вы приехали? Я приехал в апреле 2001 года. Имя мое Марк Бухгалтер. Приехал я из Украины, город Черновцы. Сколько лет вам было, когда вы репатриировались? 62, 63. Вы были уже на пенсии? Да, 2 года. А здесь еще не на пенсии? Не, здесь я пенсии не мог получать, потому что я ее не заработал здесь. Мне, как и всем, выдали пособие по старости. То есть сразу по прилету? Да, сразу по приезду, да. А вы работали где-то в Израиле? Я работал немножко в Метапелет. Это был где-то 2005-2006 год. Я попал в аварию, и меня сбила машина. После этого я попал в больницу, после этого я уже не работал. Где-то там год, полтора. А вы получили компенсацию? Я получил компенсацию, но я стал пожизненным инвалидом. У меня левое плечо, рука плохо работает, постоянно боли. А сейчас вам сколько лет? Сейчас мне вот в августе будет 87. Почему вы переехали в город Ришон-Ле-Цион? А в Ришон, чисто случайно. И я остановился по приезду моего брата, он жил в Пардес-Хана. Можно сказать, рядом с Хадерой. Он шомером работал, он старше меня. Я 39-го, он 35-го. И так случилось, что брат заболел, и надо было заменить, и некем был. И я сказал, что если я смогу, то я согласен заменить его, дежурство, шомер. И хозяин, у которого я заменил на сутки другие брата, сказал, что там есть место, иди будешь там работать, в Ришоне. Я согласился. Дом еще не был полностью построен. Мне выделили там комнату, дали холодильник, дали посуду. И я там жил. И таким образом я остался в Ришоне и не хотел больше никуда уезжать. В каком году это было? Это было 2002-2003 год. То есть сразу после переезда? Да. И ваш брат тоже сюда переехал? Нет. Он остался в Пардес-Хане, но у них же квартира, у них же была машканта. То есть, получается, все это время вы живете в Ришоне? Да, в Ришоне, да. И что для вас значит этот город? Во-первых, я обжился здесь. Я знаю, где моя поликлиника, где магазин, автобус, и куда мне надо ехать. А у этого хозяина я живу, сейчас скажу, 22 года. А то я одну квартиру менял, другую, третью. И я переехал к нему и думаю, уже как будет. Не буду я больше менять, переезжать. Расскажите, где вы сейчас живете? Квартира, дом, комната, съемное жилье? Это съемное жилье. У меня отдельная комната, отдельная кухня и отдельный санузел и душ. И для одного человека нормально. Сколько стоит ваша аренда? Вам с годами ее повышают или не повышают? Почему? Конечно, повышает, как и все, кто сдает, время от времени повышает. Я получаю пособие на съем жилья 2200 шекелей, а ему уплачиваю 2400.
Так что это очень приемлемо для такого старика, как я. Не, ну сейчас цены намного выше, поэтому как бы нормально. Ну да, меня берет так снисходительно. Из чего складывается ваш доход? Доход мой – пособие по старости и пособие на съем жилья. И пособие по уходу. Там, скажем, надо окна помыть, двери. Метрополит этим не занимается. Сколько вы получаете? Получаю по уходу 1700 шекелей. А по старости? 4300. Ну, это скромно можно прожить. Не ехать за границу, не идти на концерт, где билет стоит 200-250 шекелей, и не ходить в ресторан. И скромно прожить на эти деньги можно. А вот сколько всего остается после всех вычетов? Ну, остается где-то 800-700 шекелей. И это еще при том, что я сам готовлю, ну, метрополит помогает. Я не хожу в ресторан кушать или там в кафе. А если жить так, ну, трудно будет. На чем приходится экономить в первую очередь? На развлечениях, там, где нужны деньги, именины там, еще такое. А у вас родственники какие-то еще есть здесь, кроме брата? А брата нету, он уже в лучшем мире. Ну, есть и племянник, есть племянница. А они вам помогают? Нет, они заняты своими делами, у них свои семьи. Вы встречаетесь? Нет, Но у вас есть кто-то, кто может помочь? нет, были, но уже ушли в лучший мир. Ну, какие мои друзья, одному 86 лет, другому 95, третьему 100, а остальные там. А я один, никого, ничего. Когда вы впервые подали документы на социальное жилье? Я подал последнее время, где-то год назад. Но так как мне предлагали Кирьят-Ата. Если ты знаешь, Кирьят-Ата, это где-то километров, наверное, 15, может, и 20 от Хайфы. И я посмотрел то жилье, оно мне не понравилось. Вы ездили туда? Да. Почему мне не понравилось? Потому что комната жилая, там можно поставить только одинарную кровать, тумбочку для телевизора и все. И боком надо пройти. А кухня совмещенная с душевой. Ну, там есть кабинка. Это для жилья мне не подошло. Я отказался. Потом мне предлагали в Лоди. Я в Лодь не хотел ехать. Я не хотел покидать и не хочу покидать Ришон. А в Ришоне мне сказали нету. Ну, нету, значит, не надо. А вы не спрашивали, какой вы в очереди? Но я был на очереди со дня приезда. Автоматически меня взяли на очередь. Очередь у меня было 256, а сегодня 44. И меня выставили из очереди Министерства абсорбции и поставили в очередь Министерство строительства. А Министерство строительства передвинули меня в Амидар. Мне было сказано, что в Ришоне Амидара нету. Амидар мне вообще не нужен. И на этом закончились разговоры, переговоры. А вам когда-нибудь кто-нибудь нормально объяснял, что происходит с вашей очередью, как это работает? Нет, сказали, в Ришоне нету. Все, там много не разговаривают. А как вам сказали, устно или письменно? Устно. Что будет, если вы не получите социальное жилье? Ничего не будет. Я получаю пособие на съем жилья и буду жить в этого хозяина. История Марка – это только один из примеров того, как ожидание соцжилья влияет на жизнь человека. Но чтобы понять, почему такие ситуации возникают, нужно разобраться, как работает сама система. Об этом я поговорю с общественным деятелем Владом Капустиным. Насколько серьезна проблема социального жилья для пенсионеров в Израиле? Одна из важнейших проблем, как и для пожилых людей, так и в частности для пенсионеров, людей пенсионного возраста, русскоязычных. Кто чаще всего нуждается в таком жилье? В социальном жилье, скажем так, разные слои населения. Не обязательно это должны быть пенсионеры, это могут быть люди 40 лет, есть матеря-одиночки и так далее, они тоже нуждаются в социальном жилье. Но, конечно, наиболее острая проблема – это вокруг людей уже пожилого возраста, пенсионного возраста, которые не могут позволить себе работать в полном объеме или вообще не могут работать. У них нет того или иного дохода, позволяющего себе снимать жилье на свободном рынке. И, конечно, социальное жилье для них это очень большое подспорье, выживание.
Сколько примерно людей ждут своей очереди? На 2018 год была озвучена цифра примерно 27 тысяч. Это людей, стоящих в очереди от Министерства абсорбции. Плюс еще порядка 3000 – это те, которые стоят от Министерства строительства. Сегодня цифры могут быть не меньше, но вполне возможно гораздо больше. Почему эта проблема остается нерешенной много лет? Ну, я думаю, что нет особого желания ее решить. Те или иные политические силы, партии в тот или иной промежуток времени политический делали, конечно, на этом очень большой ажиотаж, политические высказывания, предвыборные кампании на этом строили. Вот. Но на самом деле ни у кого из них, как я считаю, не было желания решить эту проблему, то есть обеспечить всех очередников социальным жильем. Что изменилось за последние годы? Ситуация стала лучше или хуже? Хуже, и, скорее всего, опять-таки, по моему мнению, если 5 лет назад, 6 лет назад об этом еще хоть как-то говорили, те же самые политики, партии, ставили это там в свою программу и так далее, то последние несколько лет мы находимся не в самой оптимистичной ситуации. У нас уже практически 3 года длится война. Вот. Но, тем не менее, какие-то другие вопросы, касающиеся того или иного сектора, они, да, решаются, вне зависимости, война или не война. А тот сектор, который наиболее остро нуждается в решении вопроса социального жилья, к сожалению, остается за бортом. И никто об этом не говорит. Поэтому проблема остается, а ее решение на сегодняшний день вообще как-то даже не озвучивается. Чем отличается положение пенсионеров в центре страны и на периферии? Но мы не будем грубить на вашем канале, поэтому я не буду говорить, что и те, и другие находятся в одном и том же положении. Другое дело, что, возможно, на периферии есть гораздо больше вариантов. Но опять-таки нужно понимать, что мы считаем периферией. Вот центр страны, там, Ришон Ле-Цион, я не знаю, Тель-Авив, какой-нибудь Рамат-Ган и так далее. Возможно, там как бы центр, а с другой стороны, если мы идем тот же Реховод, ну, кому-то он уже считается периферия, да, или дальше там Ашдод. Хотя это тоже такие города, они с достаточно большим количеством населения, в том числе русскоязычным. Вот. И в отличие, допустим, от того же Ришон Ле-Циона, в Ашдоде гораздо больше выбора, гораздо больше тех же самых комплексов социального жилья. Но в целом сама проблема, она остается той же самой. Тот человек, который живет в центре или на периферии, он в той же самой ситуации. Жилья катастрофически не хватает. То количество, которое есть, оно не может обеспечить тот спрос, который на него существует. Поэтому все находятся в одной и той же ситуации. Социальное жилье – это помощь государства или лотерея? Опять-таки, лотереей это можно охарактеризовать после многолетнего ожидания, и когда тебе что-то не дают или отказывают и так далее, и когда ты получаешь эту квартиру долгожданную, можно и так это охарактеризовать. Это не должно быть, естественно, таким образом. Государство должно, если есть такое желание, обеспечить всех, и чтобы все были обеспечены в равных условиях, чтобы не было никаких кому-то да, кому-то нет. То есть оно должно быть честно, открыто, чтобы человек знал, что вот он стоит, и он в конечном итоге ее получит, когда его очередь придет. И не было такого ощущения, что свалилась, так сказать, манна небесная, и он выиграл в какую-то лотерею. Почему человек может прожить в Израиле десятки лет и все равно остаться без жилья? Но существует такой, кто-то говорит, очень понятная система вычисления того, как эта очередь движется. В свое время генеральный директор Министерства абсорбции, впоследствии ставший депутатом Кнессета, он утверждал, что эта система очень простая, очень легко просчитать, вот как определяется твоя очередь. Но тем не менее, очередник, который, допустим, стоит в очереди, неважно, там 5-10 лет, у него там очередь, например, третья. В какой-то определенный период он может стать с третьего, да, там, 10-м или 12-м или 200-м. Вот. И потому что она рассчитывается по выходу на пенсии и по году репатриации.
И таким образом, естественно, это вокруг данного исчисления слаживается очень непростая, для большинства непонятная ситуация, как такое может быть. Ну и, конечно, это конфликтная ситуация, что человек вот стоит, а потом он при этом не молодеет. Пока до него дойдет та же самая очередь, ему необходимо принести подтверждение врача о том, что он может получить данное социальное жилье. Для этого он должен являться человеком, который может сам себя обслуживать. Что это, естественно, тоже не всегда уже, когда он подходит, не всегда это имеет быть место. То есть человек, естественно, нуждается в той или иной поддержке, чтобы за ним присматривали и так далее. И таким образом он в конечном итоге, после 10, 15, а то и 20 лет ожидания, ему говорят: все, вам не положено. Может ли человек реально повлиять на ситуацию, на свою очередь? Да, может. Так, в принципе, не должно быть, но так по факту происходит. То есть человек, допустим, стоит и ожидает. Опять-таки, наша алия, она по своему менталитету, пожилые люди, очень часто, в большинстве своем, очень интеллигентные, терпеливые. Вот они сидят, они привыкли сидеть и ждать. Вот они сидят, ждут. Потом в какой-то день думают: уже долго жду, приходят, им говорят: уже время прошло, и вы уже не подходите. Так вот, те, которые сидели и достаточно быстро поняли, что что-то тут долго мы сидим, и начинали обращаться и как-то, может быть, письма писать или как-то, открывать, немножечко рот, то у них вдруг, что-то начинало происходить, как-то начинало продвигаться, и они каким-то образом достаточно быстро получали крышу над головой. Такие примеры у меня, были. Почему люди часто не понимают, из-за чего им отказали? Приведу конкретный пример. Человека, который на сегодняшний день проживает в Бершеве. Это, можно сказать, один из первых случаев, с которым я столкнулся, и потом примерно 8 лет я его сопровождал. И после отказа Министерства абсорбции в данной ситуации, когда человеку было сказано, что ему не положено социальное жилье, мы добились путем, к сожалению, каких-то судебных моментов, добились того, что этому человеку это жилье было дано. Речь шла о семейной паре, которые уже обе в пенсионном возрасте, мама и дочка, которых уже позвали посмотреть вариант квартиры. Они пришли, посмотрели, им подошло, их направили собирать какие-то документы. И в течение нескольких дней, когда они уже собирают документы, когда они настроены, что вот они 20 лет ждали эту квартиру, и, допустим, все соберут документы, и через месяц они в нее вселятся, им в течение нескольких дней звонят и говорят, что, извините, вам не положено. В разговоре Влад вспомнил историю из Бершевы, которой он занимался лично. Она длилась много лет, дошла до суда и получила общественную огласку. Давайте посмотрим. Мигранты также долго ждали социальных квартир, но их надежды были жестоко обмануты. Подробнее после рекламы. Здоровьем не вышли. Как нам издеваются над нами. Десятки репатриантов, десятилетиями ожидавшие социального жилья, обнаружили, что по медицинским показаниям не могут стать обладателями новых квартир. Почему, чтобы получить квартиру в комплексе социального жилья, нужно быть здоровым и самостоятельным, выясняла Яна Брискман. Вставай. В очереди на получение социального жилья Ася Шистер состоит 18 лет. Зарегистрировалась, когда ей было 74, сейчас ей 92. Ее дочь Елизавета за это время достигла пенсионного возраста, но государственная квартира для матери и дочери по-прежнему остается недостижимой. За все эти годы первый раз мне предлагали в Рамат Ильягу в Ришон-Ле-Ционе в феврале 2010 года двухкомнатную квартиру, которую мне даже не показали. Через неделю мне объявили, что квартира уже занята другими людьми. Я ее не видела, хотя хотела видеть. Второй раз мне предложили 16 ноября 2014 года в здании Микбацей Диюрна Фрайман 35. Я ее осмотрела, дала согласие. Был назначен день подписания договора, но через неделю квартира ушла к другим людям. В Министерстве абсорбции утверждают, от квартиры в Яд-Ильяу Ася и Елизавета отказались сами, как отказались от нескольких других квартир в разных городах Израиля. Но, по словам Елизаветы, о других вариантах она
она даже не слышала, никаких официальных предложений не получала. Что же касается квартиры в комплексе социального жилья Мигбацей де-юр, то, как считают чиновники Министерства абсорбции, они направили ее в конкретную квартиру только для того, чтобы она получила впечатление от района. На самом деле, согласно постановлению окружной комиссии, у матери и дочери нет права на получение жилплощади в комплексах социального жилья Мигбацей де-юр. По мнению комиссии, по возрасту и состоянию здоровья Ася не может там проживать. Одним из критериев получения квартиры вот в таком комплексе социального жилья является состояние здоровья репатрианта. Если очередник пользуется услугами сиделки от Института национального страхования, то жить в таком комплексе он не сможет. Из Министерства абсорбции нам сообщили, в комплексах социального жилья нет медицинского персонала, поэтому селиться здесь должны только люди, которым не требуется медицинский уход. Так потихонечку мы по 2-3 раза в день путешествуем по квартире. Теперь Асе и Лизе полагается лишь государственная квартира от организации «Амидар». И это несмотря на то, что в таких квартирах медперсонал тоже обычно отсутствует. Получить такую единицу жилья женщинам будет еще сложнее, ведь после того, как Министерство абсорбции отказало им в праве на квартиру, их номер в очереди увеличился. До этого мы находились на 24-м месте. Мне было сказано, а теперь вы будете на 102-м и 103-м номере. Значит, я спросила, это еще почему? Мне был дан ответ, так решила, захотела комиссия. Лиза считает, что правила Министерства абсорбции лишь одна из причин, по которой они с мамой 18 лет не могут получить социальное жилье. Несколько месяцев назад она подала жалобу государственному контролеру на действия чиновников Ришинского отделения Министерства абсорбции. Судя по ответу госконтролера, ее жалоба не единственная, и проверка ведется. Ну, вот Министерство абсорбции говорит, что вам предлагали 8 вариантов. Так вот, был такой? Не было. Это дезинформация. Значит, за все годы нахождения в очереди ни разу официально мне ничего не было предложено. Ни в любом из городов Израиля. О существовании некоторых предложений я узнавала из ответов на письма с жалобами на министерство. Вот тогда я узнавала, что, оказывается, мне что-то предлагали. Но официально я никогда этого не слышала, не знала. А названия городов я узнавала из писем. И то их было 4 или 5 названий этих. В результате всего этого дикого стресса мама очень тяжело его пережила. И в марте мы оказались в прединсультном состоянии в больнице Асаф-Рафе. А потом 2 недели в Шмуэль-Рафе. Значит, это повлияло на нее, конечно, очень тяжело, но она вернулась в свое прежнее состояние. Она по-прежнему ходит, на улицу иногда выходит, когда не такая жара, конечно. Самостоятельно ходит в туалет, самостоятельно ходит кушать, ложится, встает, садится. Не каждый человек, перенесший перелом шейки бедра, а потом еще перелом щиколотки, один за другим перелом, вообще становится на ноги. Мама в 89 лет встала на ноги, сама ходит, нормально общается с людьми. Что еще можно требовать от человека? Это все не дает возможности жить в Мигбацей де-юр. Я никогда не была в этих зданиях. Я не представляла, что они собой представляют. Когда я впервые открыла дверь на улице Фрайман, 35, меня поразил этот вестибюль. И я перед собой увидела настоящий вестибюль дома престарелых. Полно инвалидных кресел. Я знаю, что заселяют официально и инвалидов. Значит, перед тем, как я приехала получить выписки о комиссии, мне сообщили, что второй Мигбац заселили инвалида на коляске. В этот раз чиновница подтвердила лично, что да, этот человек, инвалид, прошел комиссию, а ваша мама не прошла. Насколько мне представляется, инвалиды нуждаются в постоянном уходе. Значит, теперь, насколько я знаю, в новом здании специально сделали на первом этаже 5 или 6 квартир, которые заселятся сразу инвалидами на колясках. Вот такая ситуация. Значит, человек, который в состоянии сам передвигаться, его не селят. Значит, когда я обратилась к адвокату, прочитав документы, он спросил меня, подписывали ли вы когда-нибудь хоть какие-нибудь документы? Я говорю, никогда, за исключением одного раза, когда мы заполняли анкету
10 августа 1997 года. Просто потому, что мне нечего было подписывать. Мне никогда и не предлагали ничего подписать. Потом он меня спросил, а медицинские протоколы вы видели? Я говорю, что это значит. Оказывается, когда речь идет о проблемах со здоровьем, не может быть просто вот таких фраз по представленным медицинским документам. Должны быть четко аргументированные, составленные профессиональные медицинские протоколы, какие диагнозы препятствуют, в каком состоянии согласно этим диагнозам находится человек и так далее и тому подобное. Никаких документов не существует. На официальный запрос адвоката ничего не было предоставлено. Документов не существует. Есть вот только то, что вы видели, то, что предоставила Упат Халим Макаби, наш лечащий врач, который знает маму огромное количество времени, медсестра, которая посещает на дому и знакома лучше всех с ее физическим, физиологическим и психическим состоянием. Кроме того, за это время мы по направлению семейного врача прошли полное обследование в отделении гериатрии Упат Халим Макаби. Это еще после того, как мы пробыли уже в Шнуле, там ее тоже полностью обследовали и заявили мне: 92 года, да она у вас просто молодец. Здесь было сказано, что в этом возрасте она совершенно в нормальном состоянии. Да, у нее есть небольшие проблемы с памятью. Но мне 66 лет, мне кажется, что у меня тоже уже могут быть какие-то проблемы. Вот, скажите, на сегодняшний день такая ситуация. Вот такая ситуация. Что вы чувствуете по поводу этой ситуации? Значит, вот сейчас я вам еще хочу сказать. Самая последняя информация, которую я имею лично из абсорбции, 2 недели назад я туда ездила. Чиновницы Марины не было на месте, меня направили к другой. И, во-первых, сообщила, что в ее компьютере мы стоим на 22-м месте. Я говорю, это, наверное, ошибка. Она говорит, не знаю, у меня так написано. А мама ваша, лед мои, так на иврите называется. Я говорю, это не соответствует документам, предоставленным из Упат Халим Макаби. Видите, что они делают? Они фальсифицируют даже то, что они имеют официально предоставленные документы. О чем же можно говорить? О каких других документах может идти речь, если фальсифицируется даже то, что вы официально получаете из больничных касс? Значит, что мы чувствуем по этой ситуации? Мы чувствуем полную дискриминацию, нарушение элементарных прав человека, в которые входит прежде всего крыша над головой и жилье, беззаконие, значит, нарушение, по-моему, даже тех элементарных законов, которые есть в самом Министерстве абсорбции. Одна комиссия выносит решение в июне 2014 года, что мы полностью по всем их критериям соответствуем получению социального жилья. И тут же, через несколько месяцев, другая комиссия говорит, что мы не соответствуем. Издеваются над нами. Как можно так поступить с семьей, которая до сих пор не имеет же уголка? Яна Брискун, Леонид Фишбейн. Информационная программа «День», 9 канал. К сожалению, у матери на этом произошел упад очень резкий в отношении здоровья. Она очень быстро, то, что я называю, сгорела. Она до конца не могла понять и задавалась вопросом, почему. И мы уже, ни я, ни ее дочка не могли объяснить. Это произошло по многим причинам. И я могу в эти причины ввести и то, что нету прозрачности, и то, что была коррупция, и то, что как это все происходит. Одному то, кому это выгодно, понятно. Но конкретно сказать, почему, мы не могли объяснить. Я могу только то, что я вам сказал, ряд причин. Как я уже отметил, в дальнейшем это заняло достаточно много лет. Мать уже не дождалась, как я сказал, но для дочки удалось добиться, и это опять-таки было не очень просто. Мы ездили, я ее возил и на разные комиссии в Кнессете, и пытался подключить под это тех или иных депутатов, и обращался к различным журналистам. То есть была проведена колоссальная работа, не приведшая ни к чему, к сожалению. Единственное, что в конечном итоге помогло, это судебный иск. Чтобы вы заметили, время-то идет. И если было отказано на основании того, что человек
не в состоянии себя как-то там обеспечивать, что он недееспособный и так далее, в конечном итоге по прошествию вот тех лет вдруг оказывается, что он да может, и он способен, и ему дают эту квартиру. Вот как это объяснить, я не могу. История Лизы показывает, насколько долгим и сложным может стать путь к социальному жилью. Но была ли она исключением? Вот если человек умирает, не дождавшись жилья, это трагедия или уже привычная статистика? Это, конечно, трагедия. И вот этот пример, он явственно вам демонстрирует, да, когда вот мать и дочка ждали очень долго. В конечном итоге им отказывают, и мать умирает. Для дочки это большая трагедия. Для меня, человека, который, вообще, скажем так, не при делах, но я занимался их историей и всеми возможными силами, там, зависящими от себя, помогал, для меня это тоже была трагедия. Я это беру, конечно, очень лично. Я не смог помочь, чтобы при жизни матери эта квартира была дана. Единственное, я себе даю какое-то такое облегчение, что все-таки мы довели это до логического завершения, и дочка получила квартиру. Но для дочки это и по сегодняшний день является, естественно, большой трагедией. И у меня есть это видео, где она задается вопросом, почему? Почему мне отказали? Ей никто не мог объяснить. Это не могло сделать ни Министерство абсорбции, да? Оно даже в отказе этого объяснения никогда нету. Это отдельная тема, как это происходит, да? Но человек, которому дают отказ, там нету объяснения. Вот вы просите меня, чтобы я объяснил. Я могу только теоретически сказать, там, коррупция, прозрачность, кому-то это выгодно по политическим причинам, да? Но вот министерство или та система вам в чем-то отказывает, вы абсолютно логически, да, хотите понимать, почему. Почему мне отказали? В случаях, когда отказывало, сегодня, возможно, отказывает Министерство абсорбции в социальном жилье, да, когда я этим занимался, никакого объяснения не было. Просто по медицинским показаниям. Все, ты не подходишь. Поэтому для очень многих семей, родственников это большая трагедия. Человек ждет, на что-то надеется и так далее, и не доживает до этого по истечению многих лет. Это трагедия. Насколько прозрачна система очередей? Для кого-то она очень прозрачна, для того же, кого я уже упомянул в прошлом, генерального директора Алии абсорбции, который считал ее очень прозрачной. Я считаю ее абсолютно непрозрачной, в том числе и уже по затронутой теме, когда ты там первый и вдруг на следующий день становишься 10-й по очереди, и люди не понимали, как это происходит. Плюс само по себе такое явление, естественно, вызывало и вопросы, как оно в конечном итоге распределяется, и вопросы не на пустом месте, а распределяется ли оно по системе, как вы охарактеризовали, лотереей, но я бы здесь даже сказал более каким-то недобросовестным путем. И такие примеры тоже были. И, возможно, есть и сегодня, я в этом не сомневаюсь. И они существовали и, возможно, существуют именно из-за того, что на самом деле вот той самой прозрачности, которую мы подразумеваем, ее нет. Но после того, как этой прозрачности не стало, людей это очень возмущало. Они говорили, что в свое время, там, допустим, в 90-е, в начало 90-х, человек мог прийти в отдел абсорбции, и на стене висел список, и на этом списке были все имена, фамилии, кто как стоит, за кем, перед кем и так далее. Вот это действительно было прозрачно. В какой-то момент этих списков не стало, и единственное, что очередник мог узнать, это позвонив или прийти в отделение абсорбции и узнать, какой у него номер очереди. И опять-таки, узнав этот номер, через неделю он мог позвонить, и этот номер уже далеко сзади, чем он был неделю назад. Из-за чего такое происходило? Кому-то, возможно, это было выгодно. Кому конкретно, тыкнуть пальцем и сказать вот им, я не могу. Я могу привести пример, что происходит, когда этой прозрачности нету, и как эти квартиры за неимением той же самой прозрачности, как социальное жилье, оно могло или может распределяться. Это достаточно известный факт коррупционный, когда конкретное лицо, имея какую-то политическую связь с той или иной партией, предлагало людям за определенные суммы, за взятки, продвинуть их или по очереди, или предоставить им это жилье.
все. И речь шла о конкретной политической системе, о конкретной политической партии. Этот вопрос обсуждался, в том числе и поднимался мной и так далее и тому подобное. И он почему-то не решал. Сказать, что он не решался, потому что данной политической системе или партии это выгодно, может быть. Но даже при условии того, при известных фактах той же коррупции, как-то его не решали. Но это как свобода информации, которой нет в Израиле. Ты не можешь подать запрос и получить прозрачный ответ. Смотрите, они все вам скажут, что есть свобода, и запрос вы можете подать. Но я как-то, знаете, на комиссии по прозрачности, когда вот тот самый генеральный директор Министерства абсорбции, когда он начал доказывать, что есть объяснение, и человеку, которому отказали, объясняют, я просто не выдержал и сказал, что он врет. Понимаете? Поэтому я уже не мог себя сдержать. Потому что и у меня, естественно, еще где-то осталось, и на самой комиссии у меня было достаточное количество случаев, да, вот документ, вот отказ без объяснений. Понимаете, поэтому вам могут сказать, что все прекрасно, есть прозрачность и так далее. Но будет ли это правда и сможете ли вы ее добиться, это большой вопрос. Я, опять-таки, по конкретным примерам могу сказать, что никогда вы ее не добьетесь. И ответа конкретного, почему, как, вы никогда не добьетесь, вам не дадут. Вот насчет женщины из Ришон. Насколько вообще такие случаи распространены? Очень распространены. Сплошь и рядом. Вот есть очередь, в которой порядка 30 тысяч человек. Процентная составляющая того, что оно так происходит, она была громадная. То есть у меня в свое время, когда был большой ажиотаж, у меня, я не буду говорить каждый день, но очень много звонков и обращений по теме социального жилья. И вот конкретных случаев, когда человеку было отказано, непонятно по какой причине, после 10-15 лет ожидания. Вопрос этот не решается, жилье социальное не строится, в том количестве, которое бы хотелось. Я могу это утверждать 100%, исходя из того города, в котором я живу, Ришон-ле-Ционе, в котором при условии того, что там уже говорят 300 тысяч жителей, из которых порядка 50 тысяч это русскоязычные, из них, я думаю, больше половины пожилых людей, всего 3 комплекса социального жилья и 1 хостель. Вот вдумайтесь в эти числа, и на протяжении уже последних 15 лет вообще об этом даже нету разговора, при условии того, что есть те или иные русскоязычные представители власти. Никто об этом не говорит. Мне неизвестен какой-либо проект по этому поводу, хотя они когда-то были мне даже обещаны, но в конечном итоге не были выполнены в жизнь, и уже в течение 15 лет ничего не строится, и нету даже проекта. Поэтому как может быть какое-то изменение, если очередь 100% не уменьшается, жилья нету. Поэтому такие случаи, как были, так они и есть на сегодняшний день. Мы о них просто не слышим. Нету того ажиотажа, который был когда-то. Люди, может быть, уже разочарованы, тем более пожилые. Я, по крайней мере, не вижу этого, как это, знаете, говорят, хайпа, То, что мы с этого начали, не со стороны политических деятелей, политических каких-то представителей. Они, вполне возможно, не видят в этом сегодня какой-то политической выгоды. Кто вообще отвечает за социальное жилье? Смотрите, можно это свалить ответственность. У нас, знаете, везде, наверное, такая, в мире система, ты всегда пытаешься свалить на кого-то, ты не хочешь быть ответственным. То есть, когда-то Аркадий Райкин шутил, когда к нему кто-то приходит подписать какой-то документ, он посылает в ту дверь, в ту дверь, в ту дверь. Почему никто не хочет брать на себя ответственность? Логически было сказать, что, конечно же, государство. Это ты платишь налоги, государство за тебя отвечает, за твою безопасность, за твое соцобеспечение и так далее. Поэтому логически было ответить, что это, конечно, государство, это глобальный, крайне ответственный. Скажем, по своему опыту, что я считаю, прежде всего должно быть желание у руководства на местах. И опять-таки, как я сказал, по конкретным примерам. То есть если у тебя есть руководитель города, социально направленный, который хочет, допустим, акцентировать свои какие-то действия на социальном жилье, а не, допустим, кто-то сейчас тут набросится на меня на месяцы гордости, то, конечно же, в том городе, я думаю, вопрос социального жилья будет решаться. Если это политически выгодно, то есть в том же Ришоне сейчас как грибы вырастают комплексы жилья для студентов. Это выгодно, может быть, политически, электорально, экономически это тоже, кстати, должно быть всегда выгодно.
Вот, но студенты, они могут являть собой, как и там, секс-меньшинство, да простят меня, у меня ничего против их нет. Да? Вот, они могут являть собой электоральное подспорье. А какое подспорье может собой являть 80-летний, 70-летний житель, тем более еще русскоговорящий, допустим, да? Какое он может являть политическое подспорье? И что у него, что он за собой имеет, какую силу. Я считаю, что это может решаться на муниципальном уровне, когда есть желание. В том числе, если вы уже сами заметили, какая-то партия. Конечно же, муниципалитет, он собран с различных фракций. Возглавляет ее это мэр, который тоже может акцентировать тот или иной там, свой ракурс движения, да, те или иные приоритеты свои. Но муниципалитет составляет различные фракции. Одной из такой фракций может являться в том или ином городе, естественно, русскоязычная. Но по факту, там, допустим, в том же Ришон-ле-Ционе, в котором я живу, к сожалению, я это называю политическая импотенция, которая вот конкретно в данном вопросе, что она есть, эта русскоязычная фракция, что ее нету, может быть, лучше было бы, чтобы ее не было. Вот. Но вопрос этот не решается. Более того, я вам скажу, отходя, может быть, от темы социального жилья, что какие-то вопросы, касающиеся русскоязычных пенсионеров, решались представителями религиозных фракций, путем моего общения, там, каких-то обращений, нежели русскоязычных. Это не абсурдно. Представитель власти, избранник, он должен решать вопросы всех, потому что его избирают жители того или иного города, там, государства и так далее. Он должен честно и равно для всех решать вопросы. Не секториально или там еще как-то, да. Но вот в моей практике вопрос, который конкретно касался русскоязычных, решался или пытался решиться представителями религиозной фракции, нежели русскоязычных. Абсурд. Можно и так сказать. Получается, из того, что вы сказали, политическая импотенция русскоязычной партии не только в Иршине, а вообще во всем Израиле. Я не могу привести вам имя практически ни одного политика на сегодняшний день, который бы я пальцем и сказал, что вот он просто бульдозер, вот он пришел в политику, и он пришел в политику непосредственно для решения русскоязычных вопросов и не прогнулся, и не предал свои приоритеты или свою какую-то там деятельность и так далее. И планомерно, целенаправленно пришел в политику, неважно, там, муниципалитет, в Кнессет, у него есть определенная проблема, с которой он шел, которую он хочет решить, и вот он ее решает. Борется за нее, прыгает там по столам на комиссиях и так далее. Я не могу такого назвать. Единственный на моей памяти такой политик, который уже ушедший из жизни, это Марина Солодкина. Вот. Я не был с ней никогда знаком, но у меня как-то такое вот ощущение осталось за то время, что я живу в Израиле, что вот она была такой вот единственной бульдозершей, которая пыталась отстаивать русскоязычные интересы. Может, я ошибаюсь. Это такое субъективное мнение. А вот кто отвечает за социальное жилье в плане конкретных ответов людям? Кто ответственен за выдачу? Вот можно сказать, что тот врач, который ставит свое заверение на бумажке, где написано, что вы дееспособны, можно сказать, что он решает, потому что если он напишет, что не дееспособны, все, тебя после 20 лет выкидывают из очереди. Так можно вот так вот ответить, понимаете? С другой стороны, вот он написал, что ты не дееспособен. Ты вылетаешь из очереди, но по факту, о которых мы уже с вами говорили, в дальнейшем ты добиваешься того неимоверными усилиями, что тебе эту квартиру дают. То есть получается, что опять-таки не он был окончательное звено, а кто-то там, не желая, чтобы этот иск был предан какой-то там широкой огласке, скандал и так далее. Потому что у нас ни один иск не дошел до решения судебного, я замечу. Они все закончились предсудебными сделками. Министерство абсорбции пошло на попятную, прежде всего, чтобы не создавать прецедента, да? Нужно понимать, юридический прецедент это могут быть какие-то там, в том числе и высший суд справедливости в дальнейшем, кому там когда-то отказывали. Поэтому все такие решения, они были досудебными. Поэтому я говорю, это министерство. Это или Министерство абсорбции, или Министерство строительства. Но вы можете за взятку, пожалуйста, получить квартиру. Это тоже факт. Так это же было уже давно, закончилось. Сейчас такого нет. Сейчас нет, потому что вы об этом не знаете, и никто об этом не говорит. То есть вы думаете, что сейчас тоже такое есть? Я не думаю, я уверен, что такое может быть. Я всегда применял цитату начальника полиции прошлого, Данина.
Я ее применял в том числе в различных комиссиях Кнессета, где я говорил о той самой коррупции. И я употреблял его цитату. В той системе, где существует непрозрачность, очень большой вариант того, что в этой системе может существовать коррупция. Поэтому вот вам ответ. Существует ли прозрачность на сегодняшний день? Ваши зрители, которые увидят, которых касается эта проблема, вот они сами себе скажут, нормально ли они стоят в очереди, и нормально ли это так, что они были 5-е, завтра 25-е. Вот как это можно расценивать? Конечно же, у них в голове сразу возникает, так мою очередь, наверное, продали, да? А продали или нет, вам никто не скажет. Потому что даже в тот период, когда у меня были на руках доказательства той самой коррупции, у меня были показания, у меня все это было, никто не хотел этим заниматься. Ни журналисты, ни какие-то там СМИ, ни русскоязычные, в том числе журналисты, что это касалось. Можно сделать журналистское расследование. Никто не хотел этого касаться. А вот женщина, которая принимала деньги, ее кто-то за руку поймал или как? Об этом знали все, об этом знал весь город. И она давала расписки о том, что она берет. То есть было ощущение безопасности своей личной, да, что к тебе никто не придет и ничего не предъявит. Но опять-таки в конечном итоге, когда эти квартиры, по сути, она отдать не могла, это один человек, второй человек, третий, они начали задавать вопросы. И начали задавать вопросы не только к ней, а к тем, кого они считали стоят за ней, или тем, кем она прикрывалась. Да? Поэтому, когда это дошло уже до того, что это могло иметь какой-то политический резонанс, негативный очень, она пришла с повинной, и с этого все закрутилось. Поэтому здесь можно сказать, что это чудо, но с другой стороны, даже при том, что она пришла с повинной, там показания, 11 эпизодов были разобраны там в судебном порядке, хотя их гораздо больше, она не сидит. Этот факт, вот это да, чудо, он позволил мне все-таки данную резонансную историю раскрыть на широкую публику. Вот. Именно тот факт, что она не села, она сбежала из страны. То есть то, что она сама пришла с повинной, может ли это значить, что те, кто был над ней, остались непричастными? Она пришла с повинной, наверное, потому что это уже так подошло к такой точке кипения, что там уже было без вариантов, и она стала в том числе, скажем так, стрелочником, козлом отпущения. Она, конечно, виновна, но она это не делала сама. Она давала большое интервью, уже будучи не в Израиле. И опять-таки это интервью получилось в связи вот с этой колоссальной работой для того, чтобы это стало явью. И это данное интервью она давала на радио Река. И там она недвусмысленно говорила, что она знает людей, которые все эти деньги взяли, а там речь шла за миллионы. Вот. И эти люди на сегодняшний день на свободе и так далее. Она, будучи здесь, ее адвокат обращался в правоохранительные органы и говорил, мы готовы, чтобы пересмотреть дело, она готова дать показания, стать государственным свидетелем и так далее. То есть она готова назвать имена. Но давайте сделаем сделку. Как было, допустим, например, в деле Ольмерта. Да? То есть там было дело закрыто, но потом пришла Шула Закен, его секретарша, и премьер-министр Ольмерт сел в тюрьму. В данном случае пришел адвокат, сказал, что мы готовы, но правоохранительные органы сказали, а нам это не надо. Или как-то так. И поэтому ее осудили. Ее сделали, опять-таки, козлом отпущения, это будет неправильно, потому что она виновата. Она брала деньги у людей, больных раком, у людей, матерей-одиночек. То есть она виновата, но она не одна виновата. И почему она это делала, в конечном итоге, я считаю, полного разбирательства не было, потому что оно никому не нужно было. Но она готова была, и уже будучи не в Израиле, сбежав с Израиля, не сев в тюрьму, она давала интервью и говорила, что она готова приехать, но она не хочет садиться в тюрьму. Поэтому я приеду, я вам расскажу, возьмете с меня показания, придете к тем людям, которые на сегодняшний день при власти, не при власти и так далее. И мы как-то пересмотрим мою ситуацию. Это осталось все. А как же полиция? А зачем полиция это нужно? У полиции всегда есть свои интересы. Это дело делать, это дело не делать. История, о которой говорит Влад,
совсем не слух и не городская легенда. Она действительно стала предметом судебного разбирательства и получила широкую огласку в израильских СМИ. Согласно судебному решению, Мэри Агадзнян представлялась сотрудницей государственной жилищной компании «Амидар» или отдела социальной помощи муниципалитета Ришон-ле-Циона и утверждала, что может помочь людям быстрее получить социальное жилье. За эту помощь она получала деньги. Суд установил 11 эпизодов мошенничества, а общая сумма обмана составила 548 тысяч шекелей. Среди пострадавших были пожилые репатрианты и матери-одиночки. Но эта история важна не только как уголовное дело. Она показывает, насколько опасной становится непрозрачная система, в которой люди годами ждут квартиру и не понимают, как движется очередь. На тот момент социального жилья ожидали более 24 тысяч семей репатриантов, из которых около 18 тысяч пожилых людей. Но главный вопрос после этого судебного разбирательства – стала ли система после этого понятней и прозрачней? Марк, вот если бы вам завтра дали социальное жилье в Ришоне, что бы изменилось в вашей жизни? Ничего, я бы не пошел. Перейти уже куда-то физически я не могу. А если бы там были лучшие условия? Все равно не хочу, не пойду, и этого не будет. Если за 25 лет я не получил социального жилья, оно уже не будет, оно уже не нужно. Лично мне. Переезд на новое жилье – это связано с транспортными услугами и психологией человека. И даже для молодого это трудно. А в нашем возрасте это физическая проблема, моральная проблема. И если помощи нету, так это очень тяжело. Несмотря на то, что транспорт доступный, и те, кто этим занимается перевозками, поможет упаковать, сложить, все равно для таких, как я, это проблема. Что бы вы хотели сказать людям, которые принимают решения по социальному жилью? Я бы сказал, что эти люди, я не знаю, бессовестные, потому что так относиться к своей работе нельзя. Они же не отрывают от себя кусок. Они не отдают часть своего жилья мне, потому что мне так захотелось. Эти люди на государственной службе, они получают зарплату. Я понимаю, они платят налоги, как все. Я тоже был каким-то руководителем, у меня были в подчинении тоже люди, но я не относился так, как относятся ко мне, со стороны тех людей, от кого зависит. А как они относятся? Беспринципно, бессовестно. Они не делают то, что им положено делать по службе. Я привык. Если я пришел на работу, неважно, какую зарплату, сколько я получаю, какие у меня условия работы, но я должен работать, я зарплату получаю. А тут немножко не так. А как здесь? Здесь, как я понимаю, безответственность, недисциплинированность со стороны руководящего состава. Что они не понимают о жизни пожилого человека без своей квартиры? Не хотят понимать. Они все понимают. Нет желания. Что бы вы сказали зрителям, которые думают, в чем проблема? Ему уже предлагали квартиру в другом городе. Проблема. Физическая проблема, переезд. Но если 100 метров трудно пройти, какой переезд может быть? Если поликлиника 300 метров надо пойти, опять проблема. В передвижении моем. Какой может быть разговор о переезде? Я, как вам сказать, мало способен передвигаться нормально. Нарушение устойчивости. В любой момент могу споткнуться, упасть. Метапелит есть, спасибо за это. Влад, вы знакомы с историей Марка? Что вам в ней больше всего поразило? Скажем, поразило ничего, потому что это одна из многочисленных ситуаций. В такой ситуации живут достаточно много репатриантов, пенсионеров, пожилых людей. Особенность его это то, что, конечно, он одиночка, к сожалению, помочь ему некому. Он еще по своей сути очень интеллигентный, стеснительный, он обращается только когда уже, как говорится, хватает за горло. Поэтому поразило ничего. То, что меня успокаивает, что он нашел себе достаточно стабильное место у человека, который, дай бог, ничего с этим местом не сделает. И Марк будет продолжать там проживать. Относительно тоже квартплата, которая у него... Он
не то чтобы может себе позволить, но у него что-то еще там остается вот для какого-то, как вы уже сказали, выживания. Вот. Поэтому поразительного ничего. Сожаление, да. В такой ситуации живут десятки, может быть, сотни тысяч пожилых людей в Израиле. За разговорами о правилах и документах легко потерять самого человека. Поэтому давайте снова вернемся к Марку и посмотрим, как сегодня проходит его жизнь. А если у вас такой страх, что однажды вы не сможете платить за жилье, вам будет не хватать? Но я так живу, чтобы мне хватало. Моя фамилия бухгалтер, и я сам экономист, и бухгалтер, и снабженец. Я знаю, как надо жить. И я привык жить по своим доходам, ни от кого ничего не требуя. А насколько сильно отличается ощущение жизни вот в вашем возрасте и там 20 лет назад? Ну, небо и земля. 20 лет назад я был подвижный. Я на море ездил, я в бассейне плавал, работал с утра до вечера. Расскажите, что вы думаете по поводу медицины в Израиле для пожилых людей? Нормальные условия? Уровень обслуживания, конечно, высокий. Когда я попал в аварию, потом мне ортопед, который оперировал, рассказал, что у меня здесь была каша. Перемолото все. Собрали, сделали операцию. И этой рукой, она не такая, как правая, подвижная, но она моя, и я могу ухватиться, я могу что-то не делать. Это величайшее, конечно, достижение израильской хирургии. А вообще, конечно, в поликлинике обслуживание прекрасное. Но что? Главная беда, что нехватка врачей. Мне нужен, это, скажем, чтобы меня осмотрел глазной врач, я заказал очередь. 3 месяца надо ждать, 4 месяца. Дерматолога я ждал 8 месяцев. И прием в Реховоте. Надо было ехать в Реховот. Я взял такси туда-обратно. Ну, сделали, что нужно. Дерматолог помог, конечно, мне там мази, таблетки, мне легче стало. Вообще медицина израильская на уровне. Но самое главное, нехватка сестер, нехватка персонала, врачей, большие очереди. А вот что для вас самое сложное на пенсии? Здоровье, вот, передвижение, дерматит, вот, съел конфету шоколадную, и где-то ночью в 12, полпервого, вот эта часть стала такая не розовая, а красная. И зуд такой, ну, хоть разорви эту кожу. Я открыл кран и поставил холодную воду. Минут через 10 зуд прошел, все, я уснул. Ну, это тяжело представить. Когда человек здоров, он не понимает, что он здоров. И надо поддерживать это здоровье. Но там не было никаких условий для этого. Работа, работа, работа и опять работа. А вы вообще ходите куда-то, ездите? Теперь нет. Вот уже несколько лет. То есть вы просто дома сидите? Ну, дома сижу. Ну, есть телевизор, есть книга, какая-то газета есть, можно купить газету. Я участвовал в составлении плана работы на каждый месяц. У нас был хостел в Рамат-Ильягу. У меня было где-то 37-35 подопечных. Здесь на Фрайман 35, потом новый корпус тут построили, на Герцель наши люди жили, ветераны, и потом в Рамат-Ильягу. Я всех их посещал, звонил. Работы вот так было. Но это же было 10 лет назад. А сейчас вообще никаких развлечений нету от мэрии? Ну, возможно, есть, но я не могу ходить, я ничего не могу. У меня недержание мочи. Каждые 1,5-2 часа надо бежать к унитазу. Куда я могу идти? Чтобы бутылку с собой носить. Я не хочу, мне стыдно. А на море вы не ездите? Нет. Когда я был транспортабельный, да. Я в 7 часов утра уже был в воде. В 10 я был дома. Варенье себе готовил. И жизнь была. А после этой аварии первых 10 лет я не чувствовал. А потом начались резкие боли, и все, я стал горбатым, я ходить не могу. А после аварии сколько прошло? 20 лет уже? Да, это было когда? Да, в 2006 году, вот в марте минуло 20 лет. Но если бы не врачи, то не разговаривали бы, не было бы меня. Спасибо, здесь вернули меня опять к жизни.
А вы, получается, переехали один сюда? Да, один. Жена померла там. А здесь у вас никого не было? Была у меня подруга, она тоже ушла. Рак прямой кишки. А жена сердечница, инфаркт. Там, в Черновце, Украина. Как-то грустно. Конечно, грустно. Да? Плохо же старым, больным, одиноким. Ужасно. Ой, кто придумал это, не знаю. 100 лет. Зачем? Кому? А сколько в идеале жить, по-вашему? И в идеале, когда человек сам себя может обслужить. Одеться, раздеться, что-то приготовить, пойти купить. И мозги, чтобы на месте были. И чтобы был, живой человек. А теперь уже, после 80, 90, 100, это уже, как говорится, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Не можешь сам себе помочь. Так для чего это? Для чего этот свет, если сам себе не можешь помочь? А вот когда у нас война, ракеты летят, вы ходите в бункер? А у меня бункера нету. А куда вы ходите? Никуда. Я в своей комнате, хозяин в своей комнате, я в своей. А вы не боитесь, что... Боитесь, что боюсь? Боюсь, и что? Пролетит хорошо. Я привык уже, знаешь, в песне поется. Если раны небольшой, если смерти, то мгновенной. Все. Все равно когда-то надо уйти в лучший мир. Чего бояться? Мучения, вот чего бояться надо. Быть прикованным к инвалидной коляске. Вот этого я боюсь. Болезней, которые ты видишь, слышишь и помочь не можешь. Вот у меня друг, он тоже репатриант. Он был тоже членом Союза ветеранов. Но не ветеран войны, он, как бы вам сказать, труженик тыла. Он сейчас находится в Бейтоводе. У него хватило инфаркт, сын спас его. Но он прикован к инвалидной коляске, он в руках не может даже ложку держать. Но он видит, слышит, что живой труп. Вот это страшно. Все остальное можно пережить. Больший кусок мяса, меньший кусок мяса, от этого не умирать. История Марка подводит нас к главному вопросу. Что должно измениться, чтобы пожилые люди не проводили годы в ожидании? Влад, почему старость в Израиле для многих превращается в борьбу за выживание? Человек, который в конечном итоге не получает крышу над головой, он, естественно, выходя на пенсию, не заработав себе на протяжении жизни в Израиле, при том, что даже работая 10, 20, 30 лет, он не обеспечивает себе достаточную пенсию для дальнейшего, как вы сказали, выживания. Съем на свободном рынке очень дорогой. Решается как-то эта проблема путем того, что люди живут в разделенных квартирах. Опять-таки, платя за них достаточно большие деньги, несоизмеримые с теми деньгами, которые они имеют, там, как от государства, какие-то пособия и так далее. И поэтому это становится как борьба за выживание. Пожилой человек, пенсионер, особенно когда это вообще одинокий человек, и таких случаев очень много, он должен для себя определить, или он летом включит мозган, или ему нужно как-то купить что-то покушать и в конечном итоге заплатить за съем жилья. Вот эта причина самая главная. А вот как по-вашему, в этом виновато государство или вина на каждом человеке, что он не накопил пенсию или выбрал не тот район? Исходя из нашего советского менталитета, когда одной из поговорок было «спасение утопающего, дело рук самого утопающего», можно и так сказать. Кто-то там виновен, что недостаточно работал, и недостаточно накопил и так далее. Но во многих случаях у того или иного человека после репатриации по естественным причинам не было даже такой возможности. Поэтому, конечно же, государство, которое тебя как-то привлекло сюда приехать, а в определенные этапы развития государства это было одной из основных программ решения демографического вопроса и так далее, оно должно маломальски о тебе позаботиться. Да, оно может тебе дать какие-то дотации, какие-то пособия на тот же съем, на какое-то проживание, но, к сожалению, этих пособий не хватает, этих дотаций не хватает. В свое время, когда у государства мы с вами начали разговор, что нужно для этого решения, прежде всего нужно желание. Так вот, в 90-м году с уровня самой большой репатриации такое желание было,
И поэтому в то время такой вопрос, да, был решен, были построены там сотни тысяч единиц жилья за достаточно очень короткое время, потому что государству нужно было обеспечить людей крышей над головой, и они это сделали. После 90-х, на мой взгляд, ни у одного правительства, ни у одного политика того или иного такого желания реального не было. Что в этой во всей системе необходимо изменить к лучшему в первую очередь? Нужно желание. Вот это нужно изменить. А как сделать так, чтобы появилось желание? Что для этого нужно сделать? Выбрать нужного кандидата, найти такого кандидата? Или ничего нельзя с этим сделать? Чтобы появилось желание у тех, от кого это зависит, решение данной проблемы. Как говорят, под лежачий камень вода не течет. Поэтому, конечно же, для того, чтобы добиться этого желания у тех или иных чиновников, властных структур, конечно же, я так считаю, те люди, к которым это относится, должны как-то вести себя более активно. Они должны более активно выражать свое недовольствие, может быть, тем или иным своим избранникам, за которых они голосовали, понимаете? Давать повод тем же избранникам, чтобы они подумали, что, если мы не начнем как-то двигаться, может, за нас не отдадут голоса. А конкретно пенсионеры? Конкретно, конечно, пенсионеры в том числе, потому что у нас уже сегодня каждый пенсионер, он достаточно развитый в соцсетях, у него есть свои странички, у него есть там и свои блоги и так далее. Вот. Смотрите, невозможно, я считаю, решить эту проблему, когда о ней не говорят. Когда те, кто может о ней говорить, какие-то русскоязычные СМИ, они не говорят, они не создают конфликтную ситуацию. А когда ее нету, то те, от кого зависит решение, они ее не решают. А зачем ей за нее? Это тяжелый процесс. Ее не так легко решить, за нее нужно бороться. И бороться, вот как борются, допустим, представители религиозной партии. Они на самом деле для своего сектора делают все. Какие реформы могут изменить ситуацию? Я в свое время целиком и полностью предполагал то, что нужно в полном объеме реформировать Министерство абсорбции, все ее аспекты. Но, к сожалению, по факту, я не вижу, что это когда-либо произойдет, потому что это никому не нужно. Вот, это не нужно тем или иным политическим структурам, тем или иным политическим деятелям. Они, может быть, используют данную тему в каких-то конкретных политических интересах, но в конечном итоге, после какой-то выгоды для себя вот от этой темы, они в дальнейшем все равно не решают эти вопросы. Поэтому реформа. В каком плане реформировать? Поменять что-то? Пример того, что я подразумеваю под реформой, это очень известная громкая комиссия, которую категорически отказывались называть комиссией. Это была комиссия Зеева-Элькина, который очень короткий период был министром Министерства абсорбции. И вот он собрал эту комиссию, в которую входили различные релевантные члены комиссии, министерства, финансов, соцобеспечения. Она включала в себя различные общественные организации и так далее. И она в конечном итоге должна была дать те или иные решения тех или иных социальных вопросов. Естественно, прежде всего связаны с русскоязычной общиной. Различные сегменты, социальное жилье, пособие, пенсии и так далее. Какие-то из этих моментов даже, было так сказано, были выполнены следующим министерством, следующей партией, которая приняла на себя это министерство. Но заключения этой комиссии, которые были очень важные, и которые могли изменить весь этот вопрос, все эти решения, протоколы были засекречены в прямом смысле этого слова. То есть следующие представители министерства, конкретная партия, категорически отказывалась эти решения очень важных вопросов, касающихся нашей ЛИИ, категорически отказывалась публиковать, придавать огласки. И они так остались неопубликованными, засекречены. Поэтому если бы они, во-первых, были опубликованы, во-вторых, они были решены, на основании данных решений, началось какое-то реформирование, продвижение тех или иных. Это же понятное дело, ты не можешь за месяц, за год все изменить. Но если бы ты хотя бы начал на основании этих решений, принятых этой комиссией, то, возможно, мы бы сегодня, может быть, даже не обсуждали тему социального жилья. Возможно, она бы решалась, может быть, не была полностью решена, но хотя бы решалась.
Вот поэтому я и говорю, что для меня начать с того, что полностью реформировать Министерство абсорбции. Возможно, может, его уже и не нужно, может, его исключить. Все эти баснословные деньги, которые туда уходят, иногда непонятно на что. Может, его как-то совместить с каким-то другим министерством, которое более там соцобеспечение, не знаю. Но вот отталкиваться, я считаю, нужно от этого. Есть ли какие-то успешные примеры в других странах? Конечно, есть там Германия, Соединенные Штаты, где та же система сдачи жилья на съем, она узаконена. То есть у тебя там есть потолок по определенным районам, по определенным условиям проживания. Государство тебя ограничивает в той сумме, которую ты можешь взять за то или иное жилье. Плюс сроки, на которые ты там снимаешь, да, что это там ты пришел, подписал договор на год, и ты не знаешь, там по истечению года тебя попросят уходить или поднимают тебе цену. То есть там это все в порядке закона. То, что различные общественные организации пытались сделать в Израиле, но, к сожалению, безуспешно, потому что, опять-таки, это никому не нужно. И я это тоже подчеркну, то, о чем мы говорили. Те, к кому относится данная тема, они как-то себя ведут не совсем активно. Вы все еще верите в эту систему, что ее можно изменить? Я верю, как говорится, что надежда умирает последней. Поэтому вот то, чем занимаюсь я на протяжении многих лет, кто-то когда-то говорил, что это борьба с какими-то ветряными мельницами, а я вам могу доказать, что во многих случаях, когда именно так и говорили, вот, я добивался успеха. Поэтому да, конечно, я верю. Я верю, что еще есть надежда, еще появятся на горизонте какие-то ответственные, те же самые политики, вот, у которых прежде всего какие-то моральные качества будут стоять выше каких-то политических стремлений, и которые будут чувствовать личную ответственность за тех избирателей, которые за них голосуют. И да, может что-то будет, я верю. Будет ли это или нет, я не могу вам сказать, но я пока верю. Что бы вы сказали пенсионерам, которые уже потеряли надежду? Я скажу, что не терять надежду. И еще раз, даже в тех ситуациях, в которых, казалось бы, не было надежды, то человеку давали квартиру. Поэтому нельзя сидеть и, вот, извиняюсь, тупо ждать и молча ждать. Нельзя, нужно что-то делать. Конечно, хорошо, когда это делается в массе своей. Но в массе своей здесь еще тоже я могу понять того или иного индивидуума, которые, может быть, и что-то сделали, но они ждут вот этого вот Ланцелота, если я правильно это помню, да, чтобы вот он пришел и спас их от дракона. Может быть, в этом правда на их стороне, но все равно нужно не ждать. Вот нужно не ждать и что-то тоже самому предпринимать, куда-то обращаться, искать какие-то варианты. Нельзя терять надежду. Я по своему опыту знаю, что можно, да, добиться даже в тех ситуациях, которые казались бы, ну вот вообще безнадежны. А вот кому выгодно, чтобы система оставалась такой сложной? Выгодно от того, от кого это так или иначе зависит. От тех или иных политических структур, партий, кто на этом время от времени зарабатывает свой политический электоральный бюджет. Вот. В свое время очень многие голосовали за конкретную русскоязычную партию, которая обещала решение социального вопроса. И, естественно, те, кто стояли на очереди от Министерства абсорбции, я думаю, большинство из них, естественно, по естественным причинам голосовали именно за эту партию, потому что она им это обещала. И как бы теоретически, ну, для кого выгодно, чтобы этот вопрос оставался нерешенным, да? Для того, у кого есть какой-то политический на этом интерес. Сегодня даже та же партия, я не слышал уже достаточно долгое время, чтобы кто-то из них озвучивал эту тему, что-то обещал. Может, для них это уже не функция, те 20 тысяч стариков, которые вот до сих пор стоят. То есть и без них политический рейтинг, он достаточно хорош, поэтому к ним не сильно так относятся, обращают внимание, как это было когда-то. Прежде чем закончить выпуск, я хочу еще раз вернуться к Марку. Он пережил Вторую мировую войну, прожил долгую жизнь и уже в пожилом возрасте репатриировался в Израиль. Каким был его путь? И советует ли он переезжать сюда на пенсии? Марк, почему вы решили репатриироваться? Потому что условия жизни были ужасные. Это 2001 год. Во-первых, последние годы я работал в медицинском институте.
Ну, я занимался снабжением и транспортом. Я получил зарплату и получил пенсию. Мне не хватило оплатить отопление центральное. Батареи были холодными. Я жил в кооперативном доме. Я выкупил эту квартиру мою. Но все равно, если бы я не оплатил, значит, председатель кооператива не дал бы мне справку. А если бы дал справку, то там значилось, что у меня задолженность. Если эту справку я обязан был предъявить в ОВЕР, так я бы не получил украинский загранпаспорт, я не смог бы репатриироваться. Так я собрал все копейки, что я имел, я оплатил, я оформил все документы, и таким образом я репатриировался сюда. Здесь у меня брат жил, его уже нету. Так вы, получается, застали войну? Я родился 17 августа 1939 года. Мне было 2 года и 9 месяцев. Мы жили в Хмельницкий. До войны этот город назывался Проскуров. Это Украина. Мама рассказывала мне, я же не помню. Мама отлучила меня от груди. Это была суббота. А в воскресенье утром уже немцы бомбили город. Мы жили близко военкомата, и там рядом было танковое училище. Был приказ зимнее горючее слить, а летнее залить. Зимнее слили, летнее не успели завести. Танки горели, офицеры, курсанты в кальсонах бежали. Это ужас, что был. И папа был зубным техником, он работал наемным в воинской части. Зубным техником была бронь, но он сказал маме, что я в эвакуацию не еду, меня признают дезертиром, объявят врагом народа, и что ты будешь делать с 2 детьми? Уезжай. И мама с нами уехала в эвакуацию, в Узбекистан. Мама врачом работала. Пока добрались, сколько было проблем, мучений. И вы, получается, долго жили в Узбекистане или потом вернулись? Жили в Узбекистане, а потом, когда освободили наш город, Проскуров, Хмельницкий, мама с нами вернулась на место. До переезда в Израиль вы там жили? Нет, я подрос, пошел там в школу, и потом техникум закончил, уехал. Черновцы дали направление, а с Черновец я уже репатрировался сюда. Дочка в свое время, когда уже Брежнев был у власти, вышла замуж, уехала в Америку. И там у нее семья, дети уже взрослые. Ну, а я тут. А она к вам не приезжает? Нет. А к ней ехать на Хлебником я уже не хочу, кому я уже нужен. Но она приглашала вас? Да, я отказался. Здесь я получаю пособие, угол у меня есть, и до конца моих дней хватит. Марк, вы советуете репатрироваться на пенсионном возрасте? Ну, есть такая пословица. Помол в Израиле жить хорошо. Перевели на русский язык пионерам и пенсионерам. Если этот репатриант еврей, и если у него еще, не дай бог, тут родственники есть, конечно, я за 2 руками. Потому что здесь, во-первых, медицина, можно сказать, доступная, но нехватка, надо ждать очереди. Ну что, тут ничего, человек такой, как я, не попишет ничего. Но в целом, общем, конечно, хорошо. А вот как по-вашему, в каком возрасте идеально репатрироваться? Идеально где-то от 30 до 45. Это самый такой нормальный возраст для репатриации. И потому что человек еще молод, он в силе, и если у него еще специальность есть и в руках, и в мозгах, ему будет хорошо, ему будет комфортно жить. Несмотря на климат, несмотря на то, что надо будет взять эту суду в банке, несмотря ни на что, с семьей, там, жена, 2-3 детей, можно нормально жить. Социальное жилье – это не только квартиры, документы и место в очереди. Это вопрос безопасности, достоинства и возможности спокойно прожить старость. В этом выпуске мы показали систему глазами людей, которые столкнулись с ней лично. Напишите мне, если у вас есть своя интересная история, связанная с социальным жильем в Израиле. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. С вами был Алексей Шенкер. Израиль без иллюзий. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.
Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.